Ой, отут. Десь тут ржа. Да. Зараз не тече, бо перекрито. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Що там? Тут багато державчини. Ну воно це. Дуже довго запустити і спустити потім воду. Ну я зараз зачищу тоді всю трубу Побачите, і буду шукати Де? тоді, де та дирочка. де дирочка, да. Бо це ж воно, Тут бачите, Уже було. дуже велика площадь. як почалось це опалення, де й воно, це, то ж скільки часу вже? Дуже велика площадь і може і тут, і тут, і тут, розумієте? Ну, Мені треба точно знати, де дирочка. Давайте я зараз зачищу. ну, Якщо не знайду, то прийдеться запустити воду. Ну таке, а що? Добренько? Що робити? І тоді вже я буду точно знати, де його заварити. Що робити? Було б добре, звісно, потім підкрасити це місце. Ні, ну то потім. Зараз Да, треба да. це. Якось обично хлопці тако включають і знаходять дим. Зараз я буду шукати і Включають, зачищу це все діло. паяємо. Дим. Вона може бути настільки малесенька, що її може бути не Може видно. бути, Да. може бути. Добренько тоді, давайте зараз розеточку. Так, то там підключайте, бо я не Угу. достану. Все, зараз іду. Ах, воно. Дротяну щоточку зачистив, то видно зразу. Хороша така. Так, ну все, в принципі. Фронт робіт понят. З тої сторони нема ржавого, да? Ну, ржаве то є, але такої дирьопи то нема. Закрасите? Я зараз ще раз зачищу все гарно. Чи, мабуть, спочатку заварю, потім все гарно зачищу. І тоді зразу підкрасьте. Хорошо? І тоді буде точно добре. Ну, от воно, да. Ну что, друзья, первое видео на канале по сварке труб на заказе. Держачок. Заказчица с ОСББ. Отошла, пока могу поснимать. Так. Вот свет мешает. Сейчас. Выставил я, сейчас скажу, в районе 100 ампер реальных. Настроил свет себе, фонарик. Прикольный, кстати, купил фонарик. Ну что, друзья, будем начинать варить где-то полсантиметра ниже. И полностью заплавлять вот эту вот дырку. С отрывом варим. Так. А дырка-то идет. Я так и думал, что она пойдет дальше. Ну ничего, заплавим. Не беда. Я не думаю, что здесь целесообразно будет кусок трубы вваривать. Наверное, я все-таки уменьшу немножко напряжение. Видали, какая херня, блин. Давно я в курином дерьме не валялся. Все. Ищем живой металл. Дырка все расходится и расходится, блядь.
Так, друзья, зачистила это все дело. Опа. Теперь обратно возвращаем на сотку. И опять берем немножко уже не по своей сварке, скажем так, по трубе и завариваем это все дело. Начинаем с самого нижнего угла, с нижнего шва и идем, получается, горизонтально. Так, уже 3 прохода сделал. Фу, бля. Голову тяжело держать. Зачищу, наверное, это все дело. Сейчас посмотрим, что у нас там получилось. Так, друзья, завалил тут несколько шаров. Может и выглядит неаппетитно, но надежно. Так, стоп. Да, конечно, поменять лучше эту трубу. Ну, второй раз приедем, поменяем. Вот тут вряд ли будет видно. Ай, ёпта. Эх, горячо. Короче, сдалека вот так. Я там зачистил, и получается такой бублик сверху нахерячил. Не судите строго, друзья. Так, здесь просто шар за шаром накладал, потому что вот такая вот здоровенная дыреха вышла. А то, что некрасиво, то там, где мне не нравилось, я просто еще раз проходил. Вот, там в хаотическом порядке. Как-то так, друзья. То есть проходил я вот так. Раз, два, накладал. Получается, искал живой металл. Вот, аж чтоб с самого низа. И аж сюда пришлось дойти. Сейчас, может, фонарик включу. Так, с фонариком лучше видно. Да, труба ржавая. Клиенты не готовы платить за замену там, блядь, вот этих вот 20 сантиметров. Им нужно подешевле. Ну, будет подешевле. Как-то так. Сейчас включат воду и посмотрим. Это труба отопления получается. Подача и обратка. Все включено. Рука сухая. Все бомба. Вот так. Забираем денежку. И домой. Я бы поменял, конечно, ее. Вышло бы намного аккуратней. Но кучу. Вот это столько металла пришлось нарастить. Вот. Так что вот так вот. Если ты там новичок, не пугайся, то что здесь балуба такая, блин. Потому что слой за слоем, блядь, наращивал здесь. Это все, блин, дырка была, считай, что. Вот. Металл, не металл, а фольга. Вот так. Все, друзья, сматываемся и домой. Вот так, друзья, клиент не готов платить за замену куска трубы. Говорит, просто завари свищ. Он был маленький, как спичная головка. Как начинаешь варить такие дела, сам понимаешь. Он расходится практически пол спичного коробка, даже больше, наверное. 3/4 спичного коробка, вот такая вот вышла дырка. Но ничего, сначала наварил я туда металл, скажем так, сделал такую подложку. Я ее зачистил лепестковым кругом. Потом я уже проходил снизу и доверху такими горизонтальными, скажем так, полосками с отрывом. Ну, хочу пояснить просто, как я это все варил, потому что когда варишь, не особо там, блин, получается толком объяснить. И в итоге, где не понравилось, я еще раз прошел. Никто не запрещает, блин, друзья. Лучше перестраховаться и за один раз запустить, попрощаться, забрать бабки и уехать домой. Вот и все. То, что там балуба, да пофиг, вообще пофиг. Там красота не нужна. Это чердак, друзья, полон говна. Заказчица закрасит. Я так понял, она получается с ОСББ. Вот. Закрасит, оденет там утеплитель и даст видос, короче говоря. Вот и все. Я думаю, она все равно, блин, там в другом месте, там столько жарчины, блин, она все равно потом потечет, эта труба. Просто в другом месте, вот и все.
поменяю вот этот кусок, этих 20-30 сантиметров трубы, и проблема исчезнет. Как-то так, друзья. Все, не забывай подписываться. Еду уже домой, подъезжаю.